У Samsung есть достаточно успешная линейка умных часов Galaxy Watch. Так давайте сравним прошлогодние часы серии Classic и новые часы серии Pro. Дамы, господа, всех приветствую, присаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, начнем с Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Версия с LTE, они у меня полгода, на мне они практически круглые сутки. Они побывали как в песке, так и в металлических стружках, так и были поцарапаны об металлические корпуса и так далее. При этом механический безель остается все так же в работоспособном состоянии. Ремешок у них очень даже неплохой по сравнению с третьей версией Galaxy Watch. На тех Galaxy Watch мне не очень понравился ремешок, он был, насколько я помню, кожаный. Сейчас Samsung поставляет данные часы с ремешком 20 мм и стандартным разъемом для крепежа ремешков от стандартных любых часов. По поводу того, что было включено у меня на часах все эти полгода. Хоть у меня версия с LTE я не пользуюсь, сотовой связи я не включаю на них. Иногда включаю Always On Display. Последнее время достаточно часто был Always On Display включен. Был включен всегда Wi-Fi. Также всегда включена геолокация. Ночью часы, соответственно, всегда на мне. Они отслеживают всегда у меня сон, отслеживали всегда храп, также отслеживали всегда уровень кислорода в крови и постоянно мерили пульс. Соответственно, с автономностью у них было где-то около суток, в районе, может быть, 1,5 суток, если выжать из него максимум. Но, конечно же, все зависит от того, насколько много уведомлений приходит, насколько часто включаются тренировки, отслеживание геолокации. Также на этих часах имеется механический безель, чего не имеет четвертая версия обычная по сравнению с 4 Classic. Последнее время замечал, что механическим безелем я почти перестал пользоваться, но все же пользовался. Было удобство в некоторых моментах им пользоваться. Ну а теперь давайте перейдем к Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Итак, Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Анонсировали Samsung их 10 августа этого года. Предпродажи стартовали сразу же. Были очень большие сомнения брать их, так как они лишили самой узнаваемой фишки Samsung часов – это механического безеля. Но привнесли некоторые изменения. В частности, это новый ремешок, который очень удобный. Как можно видеть, его просто так не раскрыть, а я сейчас тяну очень сильно. Раскрывается он только вот таким щелчком. Он держится прям очень уверенно на руке. Настройка происходит вплоть до каждого миллиметра. Соответственно, можно настроить ремешок как плотно на руку, так и чуть посвободней. Из нововведений это вот новый электронный безель, который пришел на смену механическому. На презентации было не очень понятно, как пользоваться этим электронным безелем. Я изначально думал, что это будет сенсорная кромка корпуса, здесь вот. Но Samsung не стал изобретать велосипед и просто сделал электронный безель на самом экране, даже не на кромке. Также они обновили сенсор биоактивности, теперь это BioActive 3.0. Также они добавили температурный датчик тела, но Samsung не были бы Samsung, если бы они сразу бы включили эту функцию. На данный момент, на данной первой прошивке, данный температурный датчик тела не функционирует. Давайте сравним обе эти версии прям лоб в лоб. По главному нововведению это электронный безель против механического безеля. Также измененные датчики биоактивности на Galaxy Watch 4 Classic это BioActive 2.0. Ну а в Galaxy Watch 5 Pro это соответственно BioActive 3.0. На Galaxy Watch 5 поколения эти датчики стали намного сильнее выпирать, что при носке сильно, конечно, не чувствуется. Также в Galaxy Watch 5 добавили датчик температуры тела, но который, естественно, не работает сейчас. Также часы стали на миллиметр примерно толще, но это, наверное, все-таки из-за датчика активности. Также добавили автономности.
Новые часы от Samsung начали наконец-то держать больше 1 дня. На данный момент я с ними проходил 3 дня без подзарядки. И днем и ночью они были на мне. И это было прям круто. Не надо было думать о зарядке. А на секундочку, 4 часы, 4 Classic, держались у меня день-полтора. Все зависело, конечно же, от того, насколько часто включались автотренировки и насколько часто приходили уведомления. Ремешки на данных часах одинаковые, 20 мм, со стандартным разъемом для любых часов, кроме, конечно же, Apple Watch. Поэтому все ремешки, которые были куплены у вас на Galaxy Watch 4 поколения, подойдут к 5 и наоборот. По поводу плавности, не могу сказать, что 4 Watch сильно отличаются от 5 Watch. Плавность примерно та же самая, как можете наблюдать это на своих экранах. Запись тренировок происходила намного быстрее на Galaxy Watch 5 поколения, чем на Galaxy Watch 4. Когда начинали идти гулять, Galaxy Watch 5 срабатывали намного раньше по автоматической тренировке. Еще одно, пожалуй, самое значимое нововведение – это то, что Samsung начал класть новую зарядную таблетку для часов. Более того, эта таблетка стала металлической. Также она стала меньше в разы, а также Samsung наконец-то сделал ее USB-C на другом конце. Теперь не надо думать о том, есть ли у тебя блок питания на USB-A. Также эти обе зарядки подходят как к Galaxy Watch 4, так и Galaxy Watch 5. То есть, если у вас до этого были зарядки не оригинальные для Galaxy Watch 4, они также будут подходить вам для Galaxy Watch 5. Давайте подведем итог, стоило ли обновляться с Galaxy Watch 4 Classic до 5 поколения. Для меня больная тема – это автономность. Автономность была день-полтора, и если куда-то уезжаешь в командировку, соответственно, приходилось брать с собой зарядку для часов, что не очень удобно. Поэтому автономность – это на первом месте. Также они поменяли ремешок, который очень удобный и настраивается вплоть до миллиметра. Также одно из самых главных нововведений в Galaxy Watch 5 и 5 Pro – это сапфировое стекло, которое по сути должно быть крепче и более стойкая к царапинам. Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что бы вы хотели видеть еще. И смотрите предыдущие видео у меня на канале.